Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я сегодня хочу поделиться с вами новыми цепочками. Сначала я придумала вот такую вот цепочку, очень красивая, и когда я стала разрабатывать мастер-класс, как бы сделать его попроще, полегче, для тех, кто не имеет большого опыта в плетении, получилась вот такая вот цепочка. И мне кажется, что она стала даже лучше в таком двухцветном варианте. Дело в том, что при плетении с одной разноцветной бисеринкой процесс упрощается и убыстряется. Потому что если плести однотонную цепочку, немножко, можно запутаться. Вот я попробовала, проэкспериментировала, вставила сюда кристаллы вместо вот этой вот бисеринки разноцветной. Это кристаллы 2 на 3 миллиметра. В принципе, тоже получается неплохо, но мне кажется, что цепочка в таком вот первозданном виде смотрится очень хорошо. На основе этой цепочки я сделала вот такое вот колечко. И для чистоты эксперимента попробовала сделать вот с такими вот большими кристаллами 3 на 4 миллиметра. Но, вы знаете, с большими кристаллами цепочку вот так вот выворачивает немножко. Видите, она становится уже не плоской. Хотя можно поэкспериментировать и придумать какое-то украшение, именно что кристаллы вот такие большие будут. Но я попробую. Если что-то получится, то я вам обязательно покажу. Использовала я вот такие вот материалы. Для этой цепочки бисер 18549, вот такой вот бронзовый. Для вот этой цепочки с голубыми бисеринками бисер идет 59115. Вот такой темно-бронзовый бисер, немножко микс. Тут есть и фиолетовые бисеринки, и серебристые. И в качестве вот этих вот бисеринок голубых я брала вот такой вот голубой бисер 67150. Очень красивый бисер, такое ощущение, как фонарики светятся. И давайте я вам покажу, как плетутся эти цепочки. Цепочки эти плетутся достаточно просто. Единственное, что если вы будете плести цепочку однотонную, надо очень много внимания. Если вы будете вставлять одну бисериночку, то будет гораздо проще и быстрее. Итак, давайте приступим. Я вам покажу, как плетется цепочка вот такая вот двухцветная. И если вы захотите сплести однотонную цепочку, то просто будете набирать бисерины одного цвета. Итак, набираем 3 бисерины, 2 голубые, 1 красная. Завязываем узелочек. И вот такой вот треугольничек у нас с вами получился. Нам нужно сделать так, чтобы наша нитка, наша иголка выходила из боковой бисерины нашего треугольника вот так вот вверх. То есть к вершине треугольника, вот так будем говорить. Вот так. Дальше мы набираем 2 бисерины основного цвета. И заходим, смотрите внимательно. Вот у нас нитка выходит. Мы заходим в эту же дырочку прямо вот отсюда. Откуда нитка выходит, сюда же мы и заходим. Вот так. Подтягиваем. И смотрите, что у нас с вами получается. Если мы так расправим, у нас получится как будто бы еще один треугольник. То есть у нас 2 бисерины. Одна ближе к той, откуда выходит нитка вот сверху, а это чуть-чуть сбоку. Вот так вот мы можем расправить, чтобы было понятнее. И теперь что мы делаем? Вот выходит наша нитка. Мы набираем еще одну бисерину основного цвета и заходим, смотрите внимательно, вот так. Вот в эту бисерину. Вот в эту бисерину, смотрите. Та, которая стоит, вот чуть-чуть, если ее расправить, то это будет треугольник. Так, мы вот сюда заходим, подтягиваем, и
И у нас получается вот такой квадратик. Дальше мы набираем одну голубую, одну бисерину основного цвета и одну второго цвета, красную, голубую и красную. И заходим теперь, смотрите, вот так. Нитка выходит сюда, а мы заходим вот сюда. То есть в ту же бисерину, откуда выходит нитка, только с обратной стороны. Хорошенечко подтягиваем и проходим вот так в бисериночку нашего треугольника. Теперь набираем опять 2 бисерины основного цвета. Это уже пошел повтор. То есть всего лишь 2 движения. Набираем сначала треугольник, потом квадратик. Треугольник, теперь будем делать квадратик. Набрали 2 бисерины основного цвета и заходим в ту бисерину, откуда выходит нитка, прямо туда, откуда она выходит. Вот так. Подтягиваем. Можете сразу сильно не затягивать, чтобы было видно, где наши бисеринки располагаются. Вот они 2, видите? И вот в эту вот бисериночку мы сейчас будем заходить. Одну бисеринку набрали, заходим вот сюда. Заходим с той стороны, откуда у нас нитка идет, вот так. И подтягиваем. Теперь мы берем и хорошенечко все подтягиваем. И вот смотрите, уже пошла волна. Вот она, наша змеечка. И вот эта вот красная бисерина центровая. Если плохо подтянулась, немножко можно будет подтянуть вот так, видите? И теперь мы опять повторяем то, что делали с самого начала. Мы набираем бисерину основного цвета и бисерину второго цвета. И заходим теперь в бисерину, откуда вышла нитка, вот так, с обратной стороны. Это мы с вами уже повторяем. Всего 2 движения. Делаем треугольник, квадрат. Теперь в треугольнике мы проходим. Отсюда нитка вышла, заходим вот сюда. И в эту бисерину мы сейчас будем делать наш набор следующий. То есть мы набираем 2. Заходим в ту бисерину, откуда вышла нитка. Прямо туда, откуда она выходит. Немножко подтягиваем, смотрим. Вот наша бисеринка, в которую мы будем заходить. Набираем одну бисериночку. И с этой стороны, откуда у нас нитка идет, видите? Вот так. Мы заходим. Подтянули. Дальше мы делаем то, что делали до сих пор. Бисерина основного цвета, красная. Заходим с обратной стороны в бисеринку, откуда вышла нитка. Подтягиваем. Проходим в бисерину от нашего треугольника вот сюда. И вот у нас с вами, видите, получается уже вот такой зигзаг. Я сейчас немножко проплету и покажу вам, как соединить кольцо, чтобы оно было без видимых соединений. Ну вот я проплела небольшой кусочек. Смотрите, если вы хотите сделать колечко, чтобы оно было незаметно, где соединение, то нужно сделать так, чтобы начиналось, вот у нас треугольник, красная бисеринка сюда идет, а заканчивалась вот таким треугольником, где бисериночка идет вниз. То есть, друг против друга. И смотрите, что мы делаем дальше. Вот мы соединяем наши 2 конца, начало и конец. Набираем одну бисериночку. Смотрим, нитка выходит вот сюда, вот из треугольника. Мы заходим вот в этот треугольник. Одну бисерину набрали и заходим. Вот нитка сюда идет, отсюда мы и заходим. Вот так. Видите? И теперь набираем еще одну бисеринку. И проходим вот так. Вот. Видите? И теперь мы, то есть мы набрали одну и еще одну. И у нас получилось вот одинаковые крестики, видите, по краям. И теперь уже здесь мы ниточку закрепляем. То есть проходим куда-нибудь вперед. И в итоге, смотрите, колечко у нас скрепилось. Все
Квадратики, треугольнички по порядку идут. И с какой стороны не посмотри, везде одинаково красиво. Давайте еще раз для закрепления успеха повторим. Треугольник у нас с цветной серединкой. Когда мы сделали этот треугольник, мы набираем 2 бисерины основного цвета и заходим ниткой туда, откуда выходит нитка с этой же стороны. Вот так. Подтягиваем, немножко не до конца, так, чтобы вот эта бисеринка, в которую мы будем заходить, стала дырочкой вот кверху. Набираем еще одну бисериночку и заходим в нее. Подтягиваем. Теперь набираем бисеринку основного цвета и бисеринку второго цвета. И заходим в эту же бисерину, но уже с обратной стороны. Вот так. Подтягиваем. И проходим в этом треугольнике вот сюда, в соседнюю бисеринку. В бисеринку основного цвета. Вот и все премудрости. Вот такая получается цепочка. Ну и, девочки, напоследок такой небольшой совет. Со мной поделилась одна из подписчиц. Я опробовала, мне очень понравился результат. Если вы плетете на леске или на мононите и плетете вы плоскую цепочку, то ее нужно разложить на гладильной доске или на столе, где вы гладите, и через мягкую ткань прогладить утюгом. Плоские цепочки становятся плоскими, но еще раз говорю, это для тех цепочек, которые плетутся на мононите или на леске. На нити они, в принципе, и так ровные будут. А леска и мононить, они иногда бывают, вызывают всякое кручение. Ну вот и все, друзья мои. Я желаю вам всем рукодельте с удовольствием. Пусть результаты ваши вас радуют. Всего вам доброго. До свидания.